Значит, что идет дальше? Дальше они рассказывают о том, что есть псевдо-сохранение вот в этом виртуальном мире. Есть какой-то инфинит, вот я прям цитирую, как это называется у них. Значит, и ребенка сохраняют якобы после этого процесса на сервере. Представляете, да, уровень бреда, и дети в это верят. Почему? Потому что доверчивые, потому что наивные, и потому что ребенка в 9 лет можно на это все, по сути, спровоцировать. Так понимаете, что самое страшное? Этих людей невозможно переловить, потому что как только они создают группу, закрывают одну группу, они открывают вторую группу, они уже перезаливают моментально это все дело, и у них даже есть, знаете что, типа взнос, они там платят, образно говоря, 100 рублей, да, и если удаляют эту группу, то он оплатил, этот человек, его бесплатно потом типа добавляют в эту группу, то есть, вот такая вот даже штука есть, чтобы они могли перезаливать эти видео, и группы создавать и все остальное. Значит, у них существует типа схема выдачи номерков. И вот этот вот человек, вот эти провокаторы, конкретные маньяки, которые ребенка подводят к этому процессу, они якобы выдают номерок там какой-то, там 20-й, да, образно говоря, и ребенку назначают дату, когда он должен что-то с собой сделать. Его к этому подводят, 2 дня без сна, штурм, и потом последний день это скайп-звонок, как они говорили, там была такая ситуация, когда даже взрослый парень, там 20 лет, он попал в эту всю историю, и по сути он говорит, что была какая-то фигура, которая таким монотонным, спокойным тоном говорила, что делать, и, собственно говоря, она его настроила на это, все эти процессы, то есть это конечная точка, когда ребенку промыли мозги, то есть это не просто там ему сказали, и он сразу, это многодневный, 50 дней, это, смотрите, это почти 2 месяца, да, это многодневная промывка мозгов ребенку, бесперерывная вообще, потому что вот 48 часов нельзя даже отключаться, и те дети, у которых есть предпосылки к этому, они быстрее в эти все штуки влезут, да, влипнут, не зная и не понимая какие-то моменты. Значит, естественно, провокаторы, они просят удалять и переписку, и все, что происходит в переписке с ними. Вот, и по сути вот это вот такая схема, которая происходит. Но что происходит дальше? Ребенку звонят и говорят, вот у тебя еще есть одно задание, ты должен там прибежать и что-то сделать. Но давайте теперь немножко вот о психологии, о том, как срабатывает наш мозг, предохранитель в нашей голове. По статистике, да, и вот вообще по анализу, по данным научным, есть такая штука, что если человек, даже вот он в состоянии гипноза, если ему сказать, сделай что-то с собой, у него в последний момент сработает предохранитель, который выведет через истерику, как угодно, он выведет человека на то, что не делает, вот и что вообще не соображает, что происходит на данный момент. И одна из версий, да, некоторые там, кто послабее, возможно, они могут сделать там шаг куда-то прыгнуть, но есть еще такая версия, что в этих группах, дело в том, что они снимают эти суициды периодически. Есть видео вот этих вот суицидов, и эти все суициды, они потом собираются и выкладываются в группах, вот этих группах смерти. У них даже есть группа, которая называется «Мертвые новости». И там, когда кто-то сделал какой-то суицид, появляется очень быстро фото, видео и так далее. Возможно, вы слышали такую девушку, как Рина Поленкова, как-то так. Значит, Ирина — это их кумир, они раскрутили ее смерть, по сути, замонетизировали, сделали огромную рекламную кампанию. Девочке было 16 лет, она бросилась под поезд. Это кто-то снял, и они просто сделали из этого огромный мем, когда подсчитывали, сколько денег было потрачено на то, чтобы сделать из этого мем и начать делать пропаганду, то там просто миллионы и миллионы. В итоге они эти ролики сняли, они сделали из нее такого кумира, и опять же, все дети, которые там в это во все вовлекаются, для них она кумир, она герой, и вот, возможно, вы слышали такое ня-пока, да, ня это типа там с японского, по-моему, какой-то звук котенка или что-то такое, вот она подписала ня-пока, сфотографировалась, и вот через там минуту прыгнула под поезд. И вот они сделали из этой девочки, они сделали просто сумасшедший пиар. Если вы загуглите Ирина Поленкова,
в общем, Рина, вы загуглите, оно сразу выдает, даже в гугле выдает, и это можно, ну, я, честно, я не решилась дальше гуглить, да, то есть я просто посмотрела, написала Рина и поняла, что реально эти выдает запросы, самые частые запросы выдает Google, то есть дальше я не смотрела, потому что у меня тоже, честно говоря, нервная система, ну, такая, как по мне, уязвимая, и я стараюсь не смотреть какие-то такие страшные штуки, вот, и по сути что, это работа с музыкой на низких тонах, то есть у них музыка идет под вот эти вот все видео на низких тонах, она тоже накачивает, настраивает ребенка. Но что получается? Что кто-то снимает периодически эти суициды, кто-то выкладывает их в группы раньше, чем это уходит в общие новости, да, ну, образно говоря. И есть версия, что кто-то этих детей подталкивает, да, то есть ребенок приходит, там, выполнять какое-то задание, ему позвонили, он сразу помчался с криками «мне надо быстро к подружке», вылетел и все, то есть и по сути потом, когда попадает ребенок туда, вот как раз вот эта вот мама, у которой погибла девочка, у которой работала с этим журналистом, они потом начали это все раскручивать и посмотрели, что по траектории, как упал ребенок, нереально было самому так разогнаться и прыгнуть. То есть такое ощущение, что ее кто-то толкнул. И были даже видео, которые, допустим, там приходит мальчик там на мост, да, он подходит, понимает, что не хочет никуда прыгать, идет назад, и тут же к нему подходят два человека и, опять же, да, толкают. То есть, понимаете, вот тут вот много разных моментов, много разных версий, вариантов, но вот оказывается есть еще такие версии. Поэтому первое, естественно, мы понимаем, что это многоярусное вовлечение в эти процессы. Если ребенок находится в этих группах, и каждый день у него происходит интоксикация от этих групп, от этого настроя, то как бы вы его ни любили, что бы вы ни делали хорошего, ребенок может попасть в беду, если вы не вовремя эти моменты отслеживаете и видите. Значит, что важно еще? Запретили, строго-настрого мы проговорили с ребенком, что слово «секрет» — это слово «триггер». Если ты слышишь «секрет», то нет секретов от родителей, нет вопросов, которые взрослые родители не могут решить, нет причин, по которым мы можем тебя разлюбить. Мы любим тебя любым, и таким, и таким, и таким, и с ошибками, и без ошибок. Если ты где-то сделал что-то неправильно, все равно мы тебя любим безусловно. Да, то есть вот эти вот моменты важно помнить. Проверяем, спит ли ребенок утром, да, в 4:20. Если ребенок плохо досыпает, это уже опять, например, школьники, 6 лет плюс, да, если ребенок не досыпает, если он непонятно чем вечером занимается или ночью, да, не должно быть доступа к телефонам. Вообще я считаю, что младшие школьники до 5 класса, им вообще в принципе не нужен телефон. У моих детей нету мобильного телефона, абсолютно. У меня на телефоне стоит пару полезных игр. Если мы в дороге, то я могу дать им в дороге там, или в каком-то длинном перелете какую-то игру на математику, английский или там что-то еще. Для меня табу, чтобы мои дети играли в компьютерные игры. Я уверена, что есть родители, которые это разрешают, но для меня это категорическое табу. Нет компьютерных игр. В реальном мире есть намного больше важных, полезных вещей. Мои дети играют с разными игрушками, разными вещами. Они любят читать, они любят играть на скрипке, они любят бегать, походы, велопробеги, они любят кататься на сноубордах, лыжах, роликах. У них есть спортивные интересы, эти дети вовлечены в определенное направление. Они любят математику. То есть вот эти вот все моменты, это же у всех детях. То есть это не только там мои дети такие вот, они все это любят. Это просто вопрос привычки. Ваши дети могут любить то, что вы любите. Очень важно, чтобы у вас были совместные хобби. Для меня это, например, сноуборд, это лыжи, это ролики, это велопробеги, это поездки, у нас очень много спортивных поездок с детьми на выходные. Зачем? Почему напрягаться, да? Потому что вы должны создавать общие позитивные эмоции, которые можно вспомнить. Это является опорой и как будто бы фундаментом в основе вообще, в принципе, психологической стабильности ребенка, да? То есть фактически, если какие-то проблемы у него есть в социуме, в коллективе, и при этом у него есть хорошая коммуникация с родителями, этот ребенок, он пройдет сложности, он пройдет их быстрее, он придет к вам за помощью, он будет более стабилен, да, то есть это как будто бы тыл, это такая гарантия стрессоустойчивости для ребенка, если у него с вами есть эмоциональная связь и полезные какие-то мероприятия, которые вы вместе можете вспомнить. А помнишь, мы там где-то там были в походе, попали в какой, я, кстати, все детство ходила в походы, да, я занималась профессионально спортом, у меня были интересы, связанные со спортом, с природой, с походами, с какими-то сложностями. Вот я считаю, походы это
обалденная штука. Она как будто бы переносит вас в какое-то другое пространство, в какой-то другой мир и другие ценности, да, то есть ценности это не просто там втыкнуться в телефон, в компьютер, уйти в какой-то виртуальный мир, а ценности в том, что вы вместе, вы сидите, играете на гитаре, возле костра, варите в этом казанке еду, спите на каком-то, не знаю, обрыве, там, собираете воду по капелькам из росы, то есть вот эти моменты, они сдруживают, поэтому создавайте вокруг своих детей тех единомышленников, которые в состоянии вместе с вами ходить в походы, какие-то велопрогулки, что-то, да, там, или еще что-то. Это вам выгодно. И когда мне задают вопрос, а почему я должна учить других детей? Да вы не должны, но эти дети будут учить тогда вашего ребенка. Вы можете не учить, можете не собирать вечеринок для своих детей, но при этом страдают от этого ваши же дети. Поэтому для меня не лень сделать какую-то тусовку для детей, не лень позвонить 20 людям, что мы едем в оперный театр, и там 2 человека с нами поедут. Еще 20 людям едем на ролики, и 2 человека с нами поедут. То есть вы создаете вот такие вот пересекающиеся группы интересов для вашего ребенка. Такой ребенок, он себя будет чувствовать более стабильно. Даже если я поссорился с другом или одноклассником, у меня еще 10 друзей на роликах, на сноуборде, на скрипке, на математике. Все, я стабилен. Я не завишу от одного человека, и для меня не будет трагедии и такой там прям супер страшной штукой, если я с кем-то поссорился. То есть вот тут много факторов, которые нужно учитывать и применять, потому что иначе мы выпускаем это из виду. Быть в курсе интересов ребенка, эмоциональная связь, не ругать, не критиковать, знать всех друзей, то есть вы должны знать хотя бы немножечко о друге, он должен приходить к вам в гости. Если это виртуальный друг, которого вы никогда не видели, никогда не знали, то, возможно, там на той стороне этого виртуального друга сидит какой-то бородатый маньяк, который собирается сделать какую-то гадость. Поэтому всех друзей лично домой тусуйтесь, играйтесь, балуйтесь. Вот это вот правильный формат того, чтобы контролировать, по сути. То есть это, да, это контроль, но он не такой уже плохой контроль. Да? Желательно сами создавайте окружение детей, потому что это важный момент. Я надеюсь, что вы правильно сделаете выводы, сможете предпринять правильные меры, дадите ребенку больше физической, сенсорной, двигательной активности, дадите возможность ему развивать свои эмоциональные направления, да, эмоциональный интеллект и EQ, IQ, которые важны. Да, вы знаете, меня насторожила та ситуация, когда я узнала, что на самом деле это не только о детях, которые неблагополучные, это обо всех детях, которые попались в сети. Ну, я вам скажу, что у моих детей нет телефонов, я не знаю, когда вообще они проявят желание сделать социальные сети, но я вам скажу так, что даже мы с вами взрослые, мы попадаем в это море просто целую свалку информации. И вот попробуйте еще отфильтровать нормальную информацию и пустую информацию. Очень часто нас затягивает, и это, кстати, еще дает много нервных срывов. А дети на сегодняшний день, у них же не сформировано вот это эмоциональный интеллект, ребенок не научился считывать эмоции другого человека, он не научился коммуницировать в реальном мире. Если мы не дадим ему этот опыт, чем ограничением его, лимитированием количества виртуального мира, то ему будет сложно общаться в семье, договариваться с любимой, с любимым, да, по сути, общаться с другими людьми в социуме. А коммуникация является важнейшим элементом, в принципе, да, социальных навыков и адаптации в коллективе, потому что все мы с вами в социуме, соответственно, если мы не умеем общаться с другими людьми, то будет сложно, будет проблемно. Пожалуйста, и верьте в таланты своих детей. Если вы создаете с ними эмоциональную связь, у вас все обязательно получится.